Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Расклад Таро. Что случится? Что произойдет до конца февраля? Давайте узнаем, что ожидать. Этот расклад я решила сделать срочно и несколько сместила график. Обычно мы на 10 дней делаем расклады, поэтому с 20 по 30 выйдет на следующей неделе по сферам жизни. Но вот именно вторая половина богата на планетарные транзиты. Это у нас время перемен, в котором мы с вами живем. И тут у нас буквально со дня на день начинается уже дата 14 февраля, когда Сатурн в Овне, 16 к нему присоединяется еще и Юпитер. Вот самые разные такие планетарные транзиты, о которых вы можете подробно прочитать в моей статье «Петля реальности» и перейти по ссылке. А мы с вами давайте рассмотрим, что нам подскажут карты. Вот перевернулись. У кого-то из вас, ну, может быть, личное взаимоотношение с королем мечей, может быть, это вы сами. И неважно, что у нас король, и меня смотрят мои дорогие любимые девочки. По полу карту мы не рассматриваем, мы берем просто энергетику. Поэтому это вы можете быть как сами, но точно так же и может быть ваш партнер. Тоже где-то рожден под одним из знаков зодиака стихии воздуха, близнецы, может быть, водолей или имеет асцендент. И вот буквально любовь или какие-то договоренности. Но чаще всего это карта искренности. Может быть, это ваша любовь к кому-то или какие-то взаимоотношения, когда искренность, чувства, ну, если даже сейчас их нет, то они были, то есть есть какой-то человек явно, да. Почему говорю были? Потому что десятка мечей. Мы все разные. У кого-то те отношения, которые, они уже, ну, вот никак не идут. Может быть, это осталось в наших воспоминаниях. Для кого-то из вас будет совершенно обратная история по этим картам, потому что иногда это идет эксперт. Это как высокие инстанции, люди, которые, ну, имеют рычаги влияния в своих руках, или это могут быть люди в погонах, это могут быть врачи, какую-то историю нужно тут тоже завершить. Или юристы, адвокаты, да, тут работающие с металлом, кто у кого-то дома ремонт, да, и вы вызываете специалиста. То есть самое разное. Но есть явно какие-то договоренности по пажу жезлов. Это вы можете получить какое-то известие от этого человека, и вы можете сами поставить в чем-то точку. Вы как будто можете, и здесь не обязательно разрыв отношений. Нет, здесь может быть точно так же перевод отношений на новый уровень. Мне очень нравится вот десятка мечей, как назвала эту карту Колет Барон Рид, известный таролог и психолог с большим стажем. Изящное завершение. Вот, мои дорогие, наверное, вам эта фраза именно изящное завершение. Что-то надо изящно, красиво завершить. Может быть, с кем-то и помириться, может быть, и ну, даже если вы не согласны с некоторыми позициями человека, то, ну, все равно в некоторых моментах отношения будут продолжены. У кого-то по разным причинам, у кого-то дети, у кого-то нерешенные вопросы, у кого-то вообще эта ситуация по работе. Да, и мы не выбираем коллег, соседей, там, родственников. Поэтому вот вам нужно завершить то, что вам как будто мешает, мои дорогие весы. Ну, давайте вот мы теперь и узнаем с вами. Будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Иногда напоминает игру в покер. Порой приходится блефовать. Куда денешься? Ну, чаще-то вот выигрывать той картой, которая выпала, которая на руках. Вот давайте узнаем, что же там вам выпадет. Достану сама карты и рассмотрим их с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Так что же там для весов случится? Что произойдет до конца апреля? Как главное, может быть, событие? Или ключевая какая-то тема? Что вас удивит? И, может быть, это будет для вас несколько неожиданно. С чем или с кем это будет связано? К чему приготовиться или к чему все идет до конца февраля? Заглянем в будущее. А что скоро изменится или будет меняться? Может быть, и неожиданно, и резко где-то. И что будет за этим следовать? Что будет дальше? Как продолжение. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце, что для весов. Какое-то ожидание. Вы могли ждать нужной бумаги или реакции человека. Вы могли, кстати, быть в какой-то ситуации вынужденной, к примеру, когда вы буквально вынуждены ухаживать за своими детьми, может быть.
когда вы вынуждены ожидать бумагу, потому что куда-то вы отправили запрос, ну, ты хочешь или не хочешь, ну, вот как будто пока не получу, так и не знаю, что там дальше. Но чаще всего это тот период, который может точно так же, что случится, когда мы что-то продолжаем. Ведь по этой карте как будто девушка пришла в сад проверить, можно собирать этот виноград или нет, да, ну и пентакли тоже. Или нужно еще ухаживать. Поэтому она видит, она не снимает этот виноград, как будто должен еще пройти какой-то период, когда мы вынуждены, ну, еще подождать. И не просто ждать, сели и ждем. Нет, когда мы продолжаем ухаживать. То есть это какая-то тема, может быть, рабочая, у кого-то касаемая документов, у кого-то, может быть, и ожидание отношений. Единственное, что тут нужно четко определять для себя, это стоит какого-то ожидания или это действительно, ну, какой-то есть регламент, что случится, что произойдет. А все-таки карты нам говорят, несколько ты подзастрял. Тебе нужно какой-то метод уже другой совершенно применять. Потому что, может быть, да, ну, надо как-то, чтобы вот эти пентакли вместе с виноградом созрели быстрее. Может быть, им питательных средств не хватает. Но это так, конечно, больше шучу. Почему? Потому что четверка кубков, конечно, альтернативный вариант. Служка приносит бокал, а молодой человек даже полповорота головы не собирается делать. То есть он не видит. Он смотрит в три пустых. Так что же там случится, что произойдет? Вы запутались, мои дорогие. Вы запутались в какой-то информации, вы запутались в обещанном. Вы, может быть, правда, чересчур ждете долго, чтобы именно случилось так, как вы хотите, а этого не произойдет. Здесь придется какую-то коррекцию вносить, иначе как будто опередят. Или появится еще больше тех людей, ведь всегда это информационный хаос, я говорю. Первое, либо те люди, которые на вашу голову там какие-то свои мысли или какие-то свои доводы, буквально вас загрузят этим, а это вам не надо. Или будут вам что-то обещать, по пятерке жезлов такое проходят, именно люди, которые нам обещают. Но как они нам пообещали, они нас точно так же и забыли. Или иногда эта карта, вот эта информация, которая такая разношерстная, совершенно противоречивая, а для вас задача вот в том, что вам люди говорят. Выудить рациональное зерно, как будто самому добыть эту информацию. Точно. Королева жезлов. Ну, я допускаю, что у кого-то напрямую это может быть человек, рожденный под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или асцендент там имеет человек. Но я бы больше даже сказала, что это вам нужно на себя примерить такие энергии. Потому что все же мы говорим об ожидании. Две карты, которые ничего не происходит. Вот сидим и ждем. А вокруг еще как добавка прилетает, да, когда мало тут путаницы, а тут еще что-то происходит. Вот у вас может быть вторая половина февраля связана, у нас же планетарные транзиты. Вот я сказала, 14 это у нас Сатурн в Овне. Сатурн – это планета порядка, системы, организации, дисциплины. А 16-го к Овну присоединится Нептун. А это никаких границ, это никакой системы. Это жизнь через ощущения. И в одном знаке, в деятельном, активном, в Овне они встречаются. И мы тут от собственных измышлений или от собственных планов переходим к действиям. Более того, вот этот механизм перемен, далее у нас следует 17 февраля, это начало Нового года по китайскому календарю, и одновременно солнечное затмение, которое откроет коридор затмений до 3 марта. Представляете? В самом конце месяца у нас еще будет и парад планет, у нас будет еще и петля Меркурия. Ну, прочитайте, правда, на моей статье. Но вот именно королева жезлов, она тем и сильна, что ее невозможно уже теперь как бы обмануть. Она сама умеет хранить тайны свои и чужие, она умеет рационально принимать решения. И это у нее такая способность, да, возникла не на пустом месте, а потому что она прошла очень сложный путь проб и ошибок. И ее отличает работа с информацией и правильное распоряжение деньгами. Поэтому примерьте на себя как будто этот образ. Для кого-то из вас, да, что случится, что произойдет. Кто-то может для вас, мои дорогие мужчины, кто-то из вас, мечтать о той женщине, которая страстная, привлекательная, для вас как магнит. А для вас, мои дорогие девочки, ну, может быть, это вы будете как магнит для мужчин. Вот я такое могу тоже предположить. Или
Вам легче будет договариваться где-то с мужчинами, но тут не должно быть просто, знаете, вот как слова ради слов. Здесь, если и есть в чем-то сильная позиция, то нельзя подзастрять, понимаете? Не ради эмоций, а ради какого-то дела. Так что это случится или произойдет? Сама карта будет говорить неожиданности. Неожиданные новости, неожиданные появления, может быть, людей. И это может быть связано с работой, потому что жезлы, дела, работа, бизнес или откуда к вам приходят деньги. Может быть, и по работе, или когда вам будет предложено вот как будто срочно куда-то поехать, и вы это не можете отложить. Вам придется корректировать свои планы. То есть, может быть, какое-то время все предыдущие карты нам будут рассказывать, что вторая половина для вас месяца может, вот самые, да, первые дни второй половины февраля. Оно вот так вот ни шатка, ни валка, как говорится, ничто не предвещало, и вдруг какой-то момент, пункт, когда все меняется. И успевай только поворачивайся, анализируй информацию, причем так холодно, рационально. И, может быть, сама по себе дорога какая-то, которую вы не можете отложить, иначе мы рискуем упустить время. А что это такое? Что это случится, произойдет? Выбор. Тут некогда сидеть хандрить, тут некогда что-то, знаете, ну, так представлять, что должно быть именно таким образом, а каким-то не другим. Посмотрите, 2 карты, по сути дела, неожиданности и перемен. Как и аркан колесницы, туда или сюда выбор. По этой карте где-то успех идет, и здесь нельзя упустить успех. Успех приходит каким-то альтернативным способом или методом. Поэтому для кого-то из вас это будут, конечно, я не исключаю, про планы на переезд. У кого-то, и я тоже не исключаю, когда вы получите, да, вот если был вот какой-то документ или новость, которую вы все-таки ждали, все-таки кто-то из вас может это получить. Вот именно получить во второй половине февраля, но тогда как будто сразу действия должны последовать. Не созерцание какое-то, да, или не отложить что-то на потом. В очередной раз повторяюсь, потому что, ну, кое железо пока горячо. Для вас будет очень важно быть мобильным, мои дорогие весы. Вообще 3 основные ипостаси, считайте, не только до конца 26 года, это на 7 лет вперед. Первое– это финансы. То есть постоянно должны быть финансы. То есть вот это контролировать точно придется. Второй момент. Вы должны быть мобильны, сама по себе мобильность. И поэтому тот, кто водит машину, контролировать не мешало бы техническое состояние средств и на всякий случай иметь какой-то альтернативный вариант. Ну, если что-то пошло не так, как вы будете добираться до определенного места. Для тех, кто не водит машину, значит, могут быть сбои в расписании вот на долгий период времени. Значит, не один маршрут, а два. Не один какой-то способ добраться или вернуться, а два. Вот это вот и означает мобильность. И интернет-доступ, мои дорогие, это третий момент, когда ну, нужно быть в доступе. Почему? Важно вот эти три момента, три важные составляющие, потому что ам, если одно как будто выпадает, да, или у нас как-то получается брешь какая-то, к примеру, финансовая, значит, будет компенсировать как где-то ваша скорость буквально, да, или мобильность, или способность перемещаться, какие-то вопросы решать. И одновременно, когда вы можете добыть вот эту информацию, поэтому мы говорим интернет-доступ. Ну, или как-то наоборот. Ну, вот такая подсказка, потому что по аркану колесницы и проходит все сразу как будто, да, и пространство, и эфир, и интернет, и сама по себе мобильность. Ну и денежная это тут у вас история тоже какая-то должна выровняться. Ну давайте посмотрим, что вас удивит или будет для вас неожиданно. Ну, я не знаю, насколько тут неожиданно, но вы правда могли на кого-то надеяться. По пятерке, да, вот пятерка всегда заноза. Это мы думали одно, а получилось, как всегда. И, говоря словами Клаудио Пинейро, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Тут есть явно тема, когда у нас открылись либо глаза, либо, может быть, вы даже получили такое известие, надеялись на какой-то удобный случай, момент, что человек откликнется или на какое-то содействие, а здесь нет, вот этого нет. Значит, выбрасываем эти осколки и моем пол. Это вас где-то может удивить. Но зато вам создают сразу сильную позицию, потому что как будто понимаете, что надеяться нужно на самого себя. Для кого-то из вас
может быть, это какое-то, правда, известие, вы его получили, но это не та конфигурация. Тем не менее, туз пентаклей– это шанс, мои дорогие, причем радостный. У кого-то будут карты говорить, что те твои печали или то, что у тебя не получалось, да. Вот не нужно, с одной стороны, пытаться в реку войти дважды, а с другой стороны, если вот сказать себе какую-то правду определенно стоит, потому что где-то вас может удивить, как и человек, или сам по себе документ, все-таки туз пентаклей иногда и документы. Но точно так же это усилит ваши позиции, потому что как только ты сам будешь корректировать свой план или будешь действовать, ведь это карта шанса и первых действий, мои дорогие, то сразу как будто и дела идут в гору. Хорошие, добрые вести, пажи– это у нас всегда вестники. У кого-то вести от ваших детей. Что вас удивит еще? Но работы будет много. И знаете, тут не устроить себе такой хаос, когда вы возьметесь за какие-то множество дел, а в итоге потом самое главное вы упустите. Ну и успевайте отдыхать. Это нужно будет для того, что вот, наверное, вот эта активность, да, вот все то, что я говорила, вам нужно этими путями пройти. И не распылить как энергию, время, силы на те вопросы, которые малозначимы или нужны, удобны кому-то. Вот любить себя, уважать себя, мои дорогие любимые весы, использовать вашу волшебную дипломатию для самого себя. Давайте узнаем, и к чему приготовиться, к чему все идет. Правда, внимание, вот заново буду говорить, внимание к деталям при разговорах, внимание к финансам, потому что еще одна пятерка, недостаток, это нам и говорит о том, что мы с кем-то не смогли договориться. И в договоренностях, ведь тут самое главное, чтобы двое этого хотели, а не как игра в одни ворота. Один хочет, а второй играет, да, и что это будет? Либо мы будем в зависимой ситуации, вот в чьей-то чужой игре участвовать, но тогда еще и вытекает какая-то финансовая тема. Понимаете, тут нельзя на кого-то вам рассчитывать от начала до конца. Ладно, к чему еще приготовиться? Поставить в точку в тех отношениях, которые не служат вам и вдохновением, или помощью, или не имеют прогресса сами по себе. Или то дело, которое вы, если видите, что не приносит доход, значит, тоже себе сказать правду и искать, может быть, дополнительный доход. Вот тут внимание, потому что планетарно в течение февраля мы не бросаем работу, это железно. А вот Уран, он все дробит. Вторичный доход, пассивный, может быть, заработок, работа на дому, в свободное время, как угодно. Но вообще февраль мы делаем выводы основные. И, может быть, так вот постепенно готовим как какую-то подушку безопасности, чтобы потом что-то свести к нулю, будь то работа, будь то отношения. Но себе, любимым на горло, точно собственной песни не наступаем. Это факт. Иначе вы не останетесь довольны. Тут пришло время, буквально, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан. Сказать себе: все, я сделал в этом все, что мог. Или я сделала в этом направлении, в этих отношениях, в этой работе все, что могла. Теперь задача идти дальше. Но для этого нужно обладать мужеством, мои дорогие. К чему приготовиться? Вот вам как будто по судьбе нужно пройти такой не совсем простой жизненный этап. И ведь, знаете, это кому-то правда сказать нет. Или чему-то сказать нет. Принять реальность именно такой, как есть. И тогда для вас как будто ваше положение сразу стабилизируется. Иерофант нищий не бывает, да, то есть финансовое положение у кого-то стабилизируется, у кого-то это будут вот одним методом пробовал или пользовался, да, или способом, или ждал кого-то, и в итоге это все равно к потере времени привело. А здесь, может быть, будут появляться люди, которые более такие надежные. Вот здесь это может быть, когда и мы сами идем куда-то учиться, все-таки иерофант, учитель и ученик. Я не исключаю, что и вы можете кому-то опыт передавать, да, если вот к чему приготовиться до конца февраля. Но часто мы сами как будто ключи волшебные ищем от нужных дверей, от нужных людей. Может быть, ключи буквально как новые знания, мои дорогие. И это освоение новых профессий, новых направлений. Может быть, это даже не профессия как с направлением, а просто какой-то ресурс, который вам
даст возможность потом вот как раз вторичного дохода или дополнительного заработка. Мы учимся, но и по этой карте мы точно так же как будто не идем против власти, мои дорогие, да. Потому что это карта иерархии, это карта традиций. И для кого-то здесь могут быть вопросы, даже связанные с личной жизнью и именно взаимоотношениями, когда пришло время их оформить. Вот, кстати, да, такое тоже может быть. Оформить и тут у каждого по-своему. У кого-то дружба, которая длится очень долго, а у кого-то наоборот, уже взаимопонимания нет, и тогда нужно подводить демаркационную уже линию, идти дальше, и тогда новое будет отношение, будут новые встречи, новый человек в целом. Вот поэтому мудро, тут ведь это в первую очередь карта мудрости и законности. Когда и мы не идем против закона, это к чему надо приготовиться. Поэтому вы не должны собой рисковать, мои дорогие весы, это точно. Поэтому меру ответственности перед тем, как подписывать какой-то документ, 100 раз прочитайте, а то и посчитайте. Вот вам нужно научиться себя беречь. И все-таки есть та тема, когда вам нужно сказать: «Я сделал все, что мог». Что скоро изменится? Ну, по аркану Луна здесь что скоро может измениться? Это вы можете случайно оказаться в толпе, тогда знаете, что вам в другую сторону. Это вы можете оказаться, допустим, в коллективе, где все спорят. Тогда вам тоже в другую сторону. Вам нельзя как примыкать к какому-то лагерю. Но сказать, что тут вот скоро что-то изменится, да, тут нам говорят, но тут всему свой срок. Выглянет солнце, и все станет на свои места. Но до конца февраля четкой какой-то политики нет, и тем не менее, имеется в виду политики ваши внутренние, какой-то внутренней организации. На вас будут оказывать влияние много эмоций. Вот где-то этот момент, может быть, для кого-то из вас и нужно как преодолеть, переступить, сказать себе честно, что ну вот есть те вопросы, в которых мы, ну как бы там себе, какую бы красивую картинку ни нарисовали, а это маловероятно. Поэтому мы и не ссоримся, но выводы какие-то важные вам точно нужно делать. Что скоро изменится? Вот еще раз нам карта, смотрите. Посередине карта тройка жезлов. Это карта будущего. А Луна– это тысячи неопределенностей. Это опять же какое-то ожидание. Но не бесцельное ожидание. И я говорю по этой карте, когда все-таки, правда, есть какой-то регламент, что мы не можем ускорить. У кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, это вот что изменится. Я жду ребенка, но это тех касается, кто соответствует кому. Это по возрасту и желаниям, понятно, да? Мои дорогие мужчины, ваша любимая женщина ждет ребенка. Я вот этого тоже ведь не исключаю. И тогда вы будете что-то, да, вот это именно тогда по Луне, почему мы об этом говорим. И проигрывается то желание, когда, или ожидание, который мы не можем ускорить. Тут вот именно внешние события, невидимые силы в этом регламенте принимают участие. У кого-то банально с документами, да, вот это связано, с возможностью какой-то. И тем не менее мы более рационально строим планы на будущее. И нам снова говорит все карта уже 20-го старшего аркана. Это, знаете, как момент перехода между прошлым и будущим. Вам как невидимая вас, точнее, ведет как невидимая сила. И значит, в какой-то момент вы себе скажете «пора». И, кстати, первая позиция, ведь нам тоже начиналась как будто ни шатка, ни валка, поэтому вторая половина февраля, она в разных энергиях. Может быть, с 14-го это еще пока одно, ну, одно какое-то положение, состояние, а потом внезапно что-то может ускориться, и вам придется принимать важные решения. Причем для вас это имеет принципиальный смысл, потому что это карта избавления от боли, от страдания. И не оглядывайся назад, вот о чем она нам говорит. Ладно, а что же будет дальше? Мир. Кто-то действительно, может быть, будет примиряться, какой-то конфликт нейтрализовывать. Может быть, и человек согласен, да, тоже вот именно инициирует это. Но вот повторила и повторю еще раз, ваша дипломатия, она должна исходить именно от того, когда вам, мои дорогие любимые весы, вот это состояние души, когда мне хорошо. Вот мне просто хорошо и все. Слушайте подсказки собственной души, интуиции, потому что возможность есть, да, но и для вас тут какую-то правильную нужно конфигурацию сложить, чтобы вот этот мир, он был
Не просто так вот, когда всех устраивает, а вас нет. Вам что-то должно нравиться. И, видимо, до конца февраля возможность у вас вот к такой гармонии прийти абсолютно точно есть. Совет от карт. А вот тут, если вы, смотрите, обратите внимание, если появляется в вашей жизни человек, который готов вас сопровождать, участвовать, не тот, который вы, которого, может быть, ждете или какого-то, ну, случая, да, все же по этой карте где-то иногда нам говорят о том, что ты сейчас, допустим, весы планируешь период как марафонский забег лет на 10, иногда по этой карте проходит, ведь это один из самых медленных рыцарей. Но он не бездействует, он просто медленно двигается вперед. Почему? Потому что уделяет внимание мелочам. Вот вам внимание мелочам нужно уделять. Я имею в виду задавать себе вопросы, подмечать какие-то, может быть, такие узкие, тонкие коллизии во взаимоотношениях, на что-то не закрыть глаза или не замылить эти глаза, да, розовые очки себе на нос не нацепить. Ну что ж, это бывает и так. Нет, он реалист, рыцарь Пентаклей. Но иногда по этой карте, почему я начала говорить, что если кто-то вам откликается, так вот по этой карте есть люди, которые нам придут на помощь, вот по крайней мере в моих раскладах, если нам нужно решить финансовую проблему, то как будто в нашем окружении есть тот человек, который пусть временно, но выручит деньгами нас может, если вот платеж какой-то нужно совершить. Или когда нам нужно решить, предположим, по документам или узнать, как работает даже закон или какая-то вот конфигурация, то тоже в нашем окружении есть тот человек, либо у него есть опыт, либо мы можем найти его. И он нам даст дельный совет. Вот, может быть, эта карта говорит о том, что тебе не помешают советы именно дельных людей. И у кого-то может быть необходимость юрист, адвокат. Одно дело вы видите, но вы можете видеть искаженно. Мы говорили в самом начале. А вам нужно более достоверно. Поэтому вот кто будет участвовать до конца февраля в вашей жизни, кто будет чаще появляться, кто, мои дорогие весы, будет интересоваться или просто спросит: «Ну как ты?» Вот вполне вероятно, вам нужно задуматься, какие люди вот формируют ваше окружение. Время строить правильные не только ближайшее, когда окружение, но и правильные социальные связи. Вот для вас все важно, потому что какой-то марафонский забег вы уже в феврале на длительный период время, как кирпичик за кирпичиком, базу выстраиваете последующих своих побед и свершений. И правда, тут высшие силы помогают. Смотрите, 20-й аркан и 21-й. Мир, покой, гармония в вашей душе. Это все то, что делает нас счастливыми. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации или подписывайтесь на телеграм-канал, буду вам искренне рада. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.